Привет, друзья! Что происходит в Германии? Все больше пенсионеров выражают недовольство штрафами, а их обращения передаются в криминальную полицию. Альтернатива для Германии достигает уровня поддержки такой же, как Союз ХДС-ХСС. Зубные врачи обеспокоены будущими пенсиями. В Европе ощущают усиливающееся влияние со стороны Соединенных Штатов Америки. И это еще не все. Германия теряет молодежь. Европейский Союз обеспокоен возможным ростом тарифов, а Соединенные Штаты Америки планируют разместить ядерный реактор на Луне. Я собрал для вас все важные и неожиданные новости, чтобы вы понимали, куда движется Германия, Европа и мир. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить главные новости Германии и Европы. Поехали! 72-летний пенсионер из федеральной земли Баден-Вюртемберг отправил жалобу министру финансов своего региона. Его возмутило начисление штрафа в размере 9,5 евро за опоздание со сдачи налоговой декларации. Он заявил, что закон не учитывает малый народ, а крупные финансовые преступления остаются без внимания. Вместе с письмом он приложил рисунки, изображающие дуэльные сцены, назвав участников разбойниками и грабителями. 2 месяца спустя к пенсионеру домой пришли сотрудники криминальной полиции. Им поручили проверить, не представляет ли он угрозу демократии. Как объяснили власти, письмо было передано в полицию сотрудниками налоговой инспекции, которые действовали согласно внутренним инструкциям. Министерство финансов признало, что в конкретном случае передача письма в полицию была чрезмерной мерой. Представитель ведомства лично извинился перед пенсионером, а также состоялся звонок с начальником налогового ведомства. Пенсионер объяснил, что иллюстрации были задуманы шутливо, с тонким юмором, но были неправильно поняты. В итоге конфликт удалось уладить, и стороны пришли к взаимопониманию. А дальше новость с новым рейтингом партии Германии. Согласно опросу института Форса, партия «Альтернатива для Германии», АДГ и блок ХДС-ХСС, христианские демократы, сравнялись по популярности, у обеих партий по 25% поддержки. Это серьезный сигнал для политической элиты. Таких цифр у «Альтернативы для Германии» еще не было на федеральном уровне. Сильно упал уровень доверия к 2 министрам от партии «Зеленых». Бывший министр экономики Роберт Хабек потерял 10% доверия, а бывший министр здравоохранения Карл Лаутербах 7%. Лучше всех в рейтинге политиков министр обороны Борис Писториус, социал-демократическая партия Германии. Ему доверяют, внимание, 61% опрошенных. Это делает его самым популярным политиком страны. Экс-канцлер Олаф Шольц, социал-демократическая партия Германии, держится на уровне 38%, но отстает от Бориса Писториуса и других региональных лидеров. Интересно то, что в целом все меньше людей считают, что какая-либо партия способна решать реальные проблемы, и большинство немцев ждут, что экономическая ситуация в стране в ближайшие месяцы ухудшится. И это еще не все. Следующая важная и чувствительная новость для Евросоюза. Я вам уже рассказывал за торговую войну между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, но, судя по всему, продолжение следует. В чем суть и почему Европейскому Союзу необходимо начать снова нервничать? Европейский Союз и Соединенные Штаты, как вы знаете, договорились о торговом соглашении, в рамках которого Соединенные Штаты Америки вводят пошлину в 15% на большую часть европейского экспорта, включая автомобили и автокомпоненты. Это решение принято после тех угроз ввести пошлину до 30%, поэтому многие рассматривают соглашение как минимизацию ущерба. Основной компромисс Европы – это отказ от высоких тарифов в обмен на обещания. Европейский Союз взял на себя обязательство инвестировать в экономику Соединенных Штатов Америки, внимание, порядка 600 миллиардов долларов, а также закупить американскую энергию на сумму до 750 миллиардов долларов в ближайшие 3 года. Хотя ритейлеры и автомобильная промышленность соглашаются, что 15% это все-таки лучше, чем угрожаемые 30%, лидеры Европейского Союза называют сделку неравной. Некоторые страны, включая Францию, осудили ее как уступки, а аналитики подчеркнули, соглашение делает Европейский Союз зависимым не развивать собственную торговую автономию. Положительным моментом считается снижение тарифа на автомобили с прежних 27,5% до 15%, что дает немецкой автоиндустрии некоторую передышку. Из особых исключений это оборудование для полета, фармацевтика и полупроводники пока освобождены от пошлин.
Одновременно Европейский Союз приостановил собственный план по ответным тарифам на американские товары на сумму, внимания, до 93 миллиардов евро минимум на полгода, чтобы дать соглашению шанс стабилизировать экономические отношения. И вот здесь, внимание, то продолжение, которое может в ближайшее время последовать. Европейский Союз начал готовиться к возможной эскалации. Есть опасения, что если обещанные Урсулой фон дер Ляйен инвестиции не будут выполнены, Соединенные Штаты могут повысить тариф до 35%. А дальше новость, которая стала серьезным вызовом для медицинского сообщества Германии. У тысяч зубных врачей в Берлине, в Бремени и Бранденбурге возникли серьезные проблемы с их будущей пенсией. Их профессиональный пенсионный фонд, куда врачи годами платили деньги, оказался в кризисе. Руководство фонда вкладывало большие суммы в рискованные проекты, в стартапы, в дорогую недвижимость и в новую страховую компанию. Эти инвестиции не оправдали себя, и фонд потерял десятки миллионов евро. Особое острое ухудшение произошло в конце 2023 года, когда одна из страховых компаний обанкротилась. После этого стало понятно, что у пенсионного фонда огромные убытки, и теперь он может не выплачивать врачам полные пенсии. Людям прямо говорят, выплаты могут сократиться, а взносы, наоборот, придется повышать. Проблема состоит в том, что выйти из этого фонда нельзя, врачи обязаны в нем участвовать. Государство не страхует такие фонды, и если деньги пропали, то вернуть их будет очень сложно. Сейчас фонд обещает разобраться и навести порядок, но врачи уже серьезно боятся, что лишатся части своей пенсии. А дальше новость, которая удивила многих. Соединенные Штаты Америки планируют установить ядерный реактор на Луне уже к 2030 году. Решение принял и ускорил временный глава НАСА Шон Даффи. Он дал указание, внимание, в течение 60 дней собрать предложение от компании на создание реактора мощностью не менее 100 киловатт. Столько энергии хватит примерно на работу 80 домов. Но на самом деле идея не нова. С 2022 года в Соединенных Штатах Америки уже существует программа по проектированию маломощного реактора на Луне. Раньше расчеты назывались мощностью 40 киловатт, но сейчас хотят увеличить до 100 киловатт, чтобы обеспечить питание для будущих лунных баз и исследований. Одной из ключевых задач является обоснование лидерства Соединенных Штатов Америки. Опасения связаны с тем, что Китай и Россия также планируют построить реактор к середине 2030-х годов. Побеждая в этой второй космической гонке, Соединенные Штаты Америки хотят избежать ситуации, когда другая страна установит так называемую зону исключения на Луне, ограничив присутствие американцев. Проект согласован в рамках программы миссии, ставящей целью вернуть людей на Луну к 2027 году. Реактор должен работать без перебоев даже в течение, внимания, 14 суток, когда на Луне нет солнечного света. Если все идет по плану, первые тендеры состоятся уже скоро, и к концу десятилетия реактор будет готов к запуску. Это станет технологическим рывком и стратегическим ответом на международные вызовы в освоении космоса. И еще одна важная демографическая новость на сегодня. Немецкая статистика фиксирует тревожную тенденцию. Молодежь становится все менее заметной. По данным на конец 2024 года только 10% населения Германии были в возрасте от 15 до 24 лет. Это около 8,3 миллиона человек. Такой низкий уровень зафиксирован уже несколько лет подряд и является историческим минимумом с момента начала официальной статистики после 1950 года. Отмечается, что без иммиграции этот показатель был бы еще ниже, примерно 8,6%. То есть миграция молодых людей немного стабилизировала ситуацию. В разбивке по регионам разрыв ощутим также. Самые высокие доли молодежи в Бремени 11,1%, Гамбурге и Баден-Вюртемберге по 10,5%. Наименее молодежь распространена в землях Востока. В Бранденбурге всего лишь 8,7%, а в Мекленбурге, Передней Померании и Саксонии-Анхальт
по 8,9% населения в этом возрасте. Для сравнения, еще в 1983 году люди 15-24 лет составляли, внимание, 16,7% населения. Тогда на них приходился каждый шестой человек. Сегодня этот показатель сократился почти вдвое. Эксперты отмечают, демографический сдвиг в сторону старения населения создает вызов для труда, пенсионной системы и экономики в целом. Все больше людей старшего возраста, все меньше молодежи, что способно затормозить динамику развития. А теперь новость, которая касается энергетического кризиса в Германии и намерений побороть его с помощью зеленой энергетики и с какими трудностями сталкиваются власти сегодня. Германия озабочена растущей зависимостью от Китая в области ветровой энергетики. Новая правительственная стратегия призвана сократить долю китайских компонентов, особенно магнитов для ветровых турбин. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.